Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави Паб. С вами Яна, и со мной на связи игрок, который, как мне кажется, вы очень уже давно ждете снова на нашем канале. И я говорю сейчас про Ваню и Баха. Привет, Вань! Привет. Ну что, я рада тебя приветствовать снова в стане рожденных побеждать. Я тоже, кстати, рад вернуться. Каково оно снова вернуться в Натус Винсера спустя столько лет? Ну, охота выиграть. Уже глобал все-таки. Мгм. Я думаю, с этой командой это вполне реализуемо. Поэтому я, рад. Хорошо, перед тем, как мы с тобой обсудим, как вообще так произошло, что ты вернулся в организацию Натус Винсера, я хочу с тобой поговорить о таком длительном и, очевидно, знаменательном периоде в твоей жизни, о FaZe Clan. Как вообще тебя изначально восприняла твоя новая команда, и насколько комфортно тебе было отыгрывать с англоязычным составом? Я привыкал довольно-таки, месяца 3-4, по крайней мере, все-таки языковой барьер. Делал свое дело. Проблемы продолжались и на протяжении, но не такие глобальные. Играть все-таки вместе не могли. У всех была одна цель — выигрывать, и из-за этого, наверное, все получалось. Как вообще изменилась твоя жизнь с приходом в организацию FaZe? Наверное, в лучшую сторону. Мгм. Все-таки новый опыт, новые возможности. Команда была на тот момент одна из сильнейших в Европе. Сейчас, кстати, задумываюсь, я удивляюсь, а почему именно меня, мне предложили. Видимо, была не ошибка. Ну, конечно, у тебя видели потенциал. Ты крутой игрок, почему бы нет? Я скорее говорю о том, насколько изменился твой ритм жизни, твой график. Может быть, FaZe принесли что-то новое в твою жизнь, что-то изменилось в плане распорядка дня, как вариант. Да нет, особо не было изменений. Так как жил в Новосибирске, то там режим был такой, что начинали тренировки в 12, в час ночи, заканчивались в 5. Так, в принципе, и сейчас происходит. Ну и насколько было комфортно тренироваться в таком формате? Да я играю в компьютерные игры там лет 10. Поэтому привычка. Поэтому, да, мне без разницы, ночью и днем. Есть ли что-то такое в организации FaZe, что прям кардинально отличает ее от других мультигеймингов? Я говорю, может быть, про атмосферу в клубе, про коммуникацию между стафом и игроками, про отношения к составам, про буткемпы. Отличает разве что отсутствие буткемпов, что у нас их ни разу не было. А так, в принципе, ребята все хорошие, все на позитиве, поддерживаем друг друга. Хорошо, что количество мерча радовало. Вот и все. У нас, кстати, тоже очень много красивого мерча. Да, я знаю. И на сайте Navi Shop можно заказать много красных и крутых плюшек. За это время вы с командой успели залутать не один кубок. Это и Пэллы, и Grand Slam, ну и, конечно же, PUB Global Championship в Лос-Анджелесе. Какой турнир лично тебе запомнился больше всего и почему? Наверное, Global Championship, потому что могли там брать первое место, Мгм. но заняли второе. Скорее всего, вроде и грустно, а вроде и хорошо. Знали, что могли лучше. Знаешь, у каждой команды, успешной команды, есть такой период, который обычно называют эрой команды. Как сам думаешь, была ли такая эра у твоей команды? Вот эра FaZe Clan в PUBG. Думаю, да, как раз началась со второй фазы пела и Мгм. до глобала. Потому Какие что эмоции? мы выиграли уже 3 турнира, и второе место на глобале, мне кажется, очень хороший результат. Эмоции всегда положительные были, не знаю, какие. Если ты выигрываешь, всегда все хорошо, конечно. Но помимо победы, очевидно, всегда бывают и тяжелые периоды абсолютно у любой команды. Был ли такой период в твоей жизни, когда ты понимал, что тебе непросто и, возможно, даже пора что-то поменять в своей жизни? На самом деле нет. Трудности были всегда и везде, Мгм. но прям, чтобы кардинально поменять, нет. Именно в составе FaZe. Ну, не бывало такого, что ты там немного выгораешь, очень плотный турнирный график, сложновато, такой режим, нет буткемпов, ты не видишь своих тиммейтов. Вот, может быть, какие-то такие моменты, что ты устаешь просто банально от всего этого. Не, усталости как таковой не было. Мгм. Просто играл и всегда хотелось побеждать, и поэтому прикладывал максимальные усилия. В какой момент и почему было принято решение о том, что ты переходишь в инактив? Скорее всего, во время, наверное, PGS, как это Мгм. обычно бывает в командах. Не знаю, нормально это или нет, но, скорее всего, под конец PGI уже приняли решение, что кого буду брать. Вот чем ты занимался все это время, пока ты был в инактиве? Ты там индивидуально тренировался, катал в другие какие-то игры, либо занимался тем, на что раньше не хватало просто банально времени? В папке я всегда поигрывал, Мгм. плюс занимался и ИРЛ тоже, поэтому было чем заняться. Как, грубо говоря, формы не терял. Несколько месяцев ты отыгрывал стендином за команду Digital Athletics. Это был интересный опыт для тебя, или это скорее была возможность просто поддерживать тебя в хорошей игровой форме и приобретать турнирный опыт?
Да, это, скорее всего, спонтанно что-то было. Просто предложили взять на аренду меня, да. На первый турнир ESL просто предложили миксовый состав, просто потому что есть слот, и нужно заполнить его. Играли как Мгм. сыграли. А второй состав, где был Пиксель, Сэмти и Ибиц, по-моему. Мгм. Тогда мы, ну, поиграли где-то месяц всего в сумме, учитывая CS, и тоже разбежались. Просто, ну, хотелось, ну, поиграть в турнирные игры. Ну, в целом, какие эмоции после вот такого опыта? Позитивно, не жалеешь? Ну, они такие неоднозначные. Мгм. Потому что состав ты собираешь, грубо говоря, из того, что есть, и от тебя ожидают результата, а времени сыграться, ну, грубо говоря, там тренировались, по-моему, 2 недели перед турниром, ну, что-то такое. Ответственность большая, времени мало, и нужно все успеть. Да-да-да-да-да. В октябре прошлого года ты в своем твиттере пишешь слова благодарности организации ФАИС и сообщаешь о том, что ты становишься фри-агентом. Как вы вообще к этому пришли? На какой ноте вы попрощались с организацией? Какие вообще у тебя были эмоции в тот момент? Ведь, по сути, это такой был важный этап твоей жизни. Да, на хорошей ноте проблем не было. Я думаю, ну, все, думаю, понимали это с момента, когда меня посадили на скамейку, что я Мгм. буду досиживать контракт и дальше буду фри-агентом. Какие эмоции были у тебя в тот момент? Грустно, не грустно? Может быть, наоборот, это была мотивация делать еще больше? Да, блин, грустных эмоций не было, вот, потому что, ну, знали, как сказал, уже давно. Поэтому я знал, что будет, знал, что придется искать команду. Эмоции были нормальные. Мгм. Негатива никакого к FaceClan не испытываю. Прям наоборот, только хорошие эмоции. А ты общаешься сейчас с ребятами или с сотрудниками организации? Да, не особо, если честно. Мгм. Как-то не пересекались. А вот чем ты занимался все это время, пока ты не стал игроком команды Ding? Ну, иногда играл, иногда не играл. Все просто. Иногда играю, иногда я не играю. Если не играю, это IRL, если я играю, это PUBG. Во что ты еще играешь помимо PUBG? Помимо PUBG еще Dota Auto Chess. Мгм. Как много ты там проводишь времени? Ну, пару каточек где-то в день, может быть. По настроению. А что по поводу других батл роялей? Там тот же Fortnite, может быть, попробовать Вали, который, ну, скажем так, не самая свежая игра, но относительно той же CS-ки. Valorant я пробовал. Просто Мгм. побегать там 2 недели с друзьями. Все, хватило. В Apex такая же история. Call of Duty такая же история. Ну, я не знаю. Если прям играть, то стараться делать это профессионально. А я распыляться как на несколько игр вообще не могу, не люблю и не хочу. Ну, иногда игроки таким образом отвлекаются от своей дисциплины, пойти покатать что-то такое, что не похоже ни на PUBG, ни на CS. Условно, там может быть какой-то мобильный гейминг. Как ты, к слову, относишься к мобильному геймингу? Ну, круто, наверное. Неопределенно, непонятно на данный момент. Ну да, непонятно. Ну, ты, очевидно, ты знаешь, что есть дисциплины киберспортивные, мобильные, тот же мобильный PUBG. И интересно было бы узнать, пробовал ли ты когда-нибудь мобильный PUBG, и что думаешь об этом? Да не, у меня телефон будет перегреваться, наверное, когда буду в нее играть. Нет. Мгм. Ну, Хорошо. мобильные игры вообще, не признаю, никогда не играл. У меня есть судоку на телефоне, мне хватает. Давай тогда с тобой обсудим твою команду Ding. Как ты вообще стал игроком этой команды? И тот факт, что ты знаком с игроками, ты с ними часто пересекался на боевой арене, один язык, стало решающим в принятии решения? Ну, скорее всего, да. Мгм. Тогда был еще один вариант, но я, ну, не посчитал его перспективным. Просто я даже не, по-моему, я написал Сене первую, что так и так. Мгм. Если что, могу попробовать с вами поиграть. Если у вас там есть место или что-то такое. И как быстро он тебе ответил? Ну, как это все, как быстро это все происходило? Блин, я не помню. Мгм. По-моему, в течение недели или что-нибудь такое. Ну, и, конечно же, я не могу с тобой не обсудить ночь 24 февраля, которая, по сути, изменила и разделила жизнь на до и после 1000 людей. Где ты был в тот момент и как ты вообще узнал о том, что в Украине началась война? Ну, скорее всего, я проснулся вечером, как обычно, зашел там почитать ленту и увидел там новость, что так и так началась специальная военная операция, Мгм. якобы. Ну и вот, ну, просто так узнал. Какие у тебя были эмоции в тот момент? О чем Да, подумал в первую очередь? да непонятные на самом деле. Была мысль, типа, насколько серьезно все это, Мгм. в чем причины и почему так это происходит. Ну, грубо говоря, просто нет непонимания. Списывался ли ты с кем-то из друзей, знакомых, бывших тиммейтов, условно, из Украины?
Ну, написал паре людей, спросил, что как, но это было немножко уже после, когда прям, ну, было ощущение, что это прям, ну, прям сильно реально, что становилось Мгм. не по себе. Просто ты как игрок, который выступал под знаменами Натус Винсера, украинской организации, работал с украинцами в частности. Наверняка у тебя есть какое-то свое видение всей этой ситуации. Да, есть. Я в Киеве был 4 раза. Первый раз вообще в 2011 году по Counter-Strike 1.6 приезжали. И 3 раза с Нави в PUBG на буткемпах. Мгм. И, в принципе, отношение ко мне как к русскому было всегда нормальное, вообще никаких проблем не было. Всегда находили общий язык, смеялись, веселились. И куда это все придумано, не знаю. Я, в общем, против этой ситуации, против войны. И мне это не нравится. В какой момент ты понял, что пора переезжать в другую страну? Ну, понял в момент, когда предложили поиграть в трайауты, скорее всего, с Мгм. Нави. Насколько сложным это было решение для тебя? Уехать в другую страну? Переезжал ли ты один или с кем-то? Переезжал один, решение было не сказать, чтобы сложным, ну, Мгм. скорее более легким, потому что в Берлине я жил полгода, грубо говоря, во время пела с Face Clan. Мгм. И поэтому, грубо говоря, подобный опыт уже был. Как отреагировали подписчики, комьюнити на твой переезд? А они еще не знают. Вот как видео выйдет, узнают, думаю. Друзья, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, пользуясь случаем. Почему ты выбрал именно Сербию? Потому что здесь находится состав команды, Мгм. поэтому здесь все находятся ребята. Вместе живем, тренируемся. Как давно ты уже в Сербии? 4 дня, по-моему. Ну, где-то 4. Какие впечатления? Да пока приятно, жарко, правда. Не очень это люблю дело. Где ты сейчас живешь? На буткемпе с игроками? Как, где именно? Все в Белграде, по-моему. Да, в Белграде. В Белграде на буткемпе вместе с игроками, правильно? Да-да-да, все верно. Какая у вас сейчас там атмосфера? Тренируются, вот там человек играет профессионально в Valorant, Ну, тоже поэтому, надо. ну, конечно, отдыхает. А как вы проводите время в свободное? Там вечерами, я не знаю, может быть, какое-то барбекю, прогулки, не знаю, играете вы что-то вместе, возможно, какие-то настольные игры, что-то смотрите вместе. Ну, пока что свободного времени у меня еще не было. Мгм. Первые 2 дня там была акклиматизация, там покупали нужные вещи для квартиры, еду, по крайней мере. И остальное время сейчас тренировки уже начались. Поэтому расскажу в субботу-воскресенье. Мгм. Будем ждать. За свою карьеру ты, очевидно, успел хорошенько попутешествовать, и тебе есть чем сравнивать. Вот за эти 4 дня, что ты в целом можешь сказать, вот даже визуально о Белграде? Какие эмоции, впечатления, насколько тебе там комфортно вообще находиться, помимо жары? Ну, мне комфортно. Мне нравится, когда на улице много кафешек, где можно просто присесть, там выпить кофе, отдохнуть. Такая атмосферненькое место. Люди вроде улыбаются, счастливые. А на каком языке ты преимущественно общаешься? В заведениях, кафе, ресторанах, в супермаркетах? Но я стараюсь на английском, но мне кажется, меня не понимает никто, поэтому мне нужно пару слов выучить сербских, и будет хорошо. Первое слово «мирак». Это такой дзен по-сербски. Ну, звучит уже хорошо. Мгм. Я обязательно им воспользуюсь. А на каком языке преимущественно общаются люди вот на улице? Какой язык ты слышишь чаще всего? То есть Или сербский, скорее спрашиваешь? всего. И есть такая тема, что в Сербии, как говорят разные источники в интернете, очень часто и повсеместно в разных сферах жизнедеятельности людей используют ненормативную лексику. Сталкивался ли ты с чем-нибудь похожим за все это время? Да, я не знаю, как она просто выглядит. Может, сталкивался, может, курьеры желали мне зла и что-то говорили, но я сомневаюсь. Честно признаться, я думала, что ты немножечко раньше переехал в Сербию, и, соответственно, я думала, что, возможно, у тебя было в планах посетить мейджоры по КС, который был в Антверпене, и по Доте, который был в Стокгольме, в качестве зрителя, увидеть всю эту атмосферу, почувствовать воочию. Не было таких мыслей? Да, я бы посетил, если была возможность, но на тот Мгм. момент ее не представлялось. Ну, ты, очевидно, следил онлайн. Ну, на онлайн, да, следил. За чем следил больше, за КСом или за Дотой? За КСом, скорее всего. Доту я прям не знаю, там какие-то проблемы, и у них прям даже не интересно смотреть в последнее время. Вот, кстати, тот факт, что так мало было зрителей на мажоре по доте, это же серьезный турнир, важный. Так мало зрителей, это говорит о том, что дота, как киберспортивная дисциплина, планомерно и потихонечку умирает. Да, блин, сложно сказать. Я не думаю, что умирает. Мне кажется, там какие-то проблемы у них в системах. Все люди жалуются, насколько я слышал.
А какие там именно системы, я сам понять не имею, потому что давно не слежу. Следил только за последним International. Его смотреть было интересно. Что скажешь по поводу мажора по CSGO? Как тебе ивент? Да, тоже крутой ивент, мне всегда нравится. Ну, сейчас появилось много ивентов уже со зрителями на лайне, поэтому смотреть гораздо интереснее. Сам ивент тоже хороший. К слову, сейчас в Сербию переехали очень многие киберспортивные клубы и игроки в частности. За эти 4 дня, может быть, ты уже успел с кем-то увидеться из игроков, киберспортсменов? Или только в планах, может быть? Да еще нет. На самом деле, пока реально времени нет. Только игры, тренировки и сидим дома. Сейчас времени. А хотел бы Может с кем-то быть, увидеться? А я, если честно, не особо с кем-то общаюсь из тех, кто переехал. Насколько я знаю, валорантеры есть, PUBG Mobile, а больше я не в курсе. Ну, Team Spirit переехали в Сербию. Ну, и с ними я тоже не особо общаюсь. Ну и переходим, пожалуй, к самому интересному. Твое возвращение в стан рожденных побеждать. Как это все происходило? Кто с тобой связался? Насколько неожиданным было для тебя это предложение? На самом деле, это была приятная новость, потому что я сидел, вечером смотрел YouTube, писал Тёма Example и предложил поиграть игры, ну, просто тренировочные, трайаут. Ну, я согласился сразу. Настроение прям моментально поднялось. Ну и как все происходило дальше? Вы отыграли? Результат налицо, мне кажется. И кто с тобой связался? Ну, параллельно общался с менеджером, с Лерой, и уже решались какие-то вопросы. Ну и как долго ты думал над этим предложением? Да я вообще не думал. Рад Я снова прям надеть? Да, безумно рад, Желто-чёрный. на самом деле. Хоть и в обновленном дизайне, но все так же по классике желто-черная форма. Как тебя встретила твоя команда, новая уже, и как отреагировали твои тиммейты из команды Ding? Да, тиммейты отреагировали нормально, пожелали удачи. Думаю, все отнеслись с пониманием. С ними тоже был приятный опыт игры. Будем работать. Тиммейты из Нави тоже хорошо встретили. Встречал меня опять же Тёма только. Остальные приехали попозже. Атмосфера хорошая, рабочая. Вы уже приступили к тренировкам. Да. Какие у вас ближайшие турниры? Когда мы уже сможем увидеть вас в деле? Турниры ближайшие ГЛЛ, Мгм. по-моему, через 2 недели или что-то такое. Какие лично у тебя планы на ближайшее будущее? Возможно, переезд в какую-то другую страну? При возможности, при необходимости? Может быть, еще какие-то планы другие? Да я не знаю, пока планы играть в папку, играю все турниры, которые имеются, и все. И так нахожусь в Сербии уже с ребятами, тренируемся. Пока только игры. А вот чем ты занимаешься в свободное время, помимо игр? Какие-то есть увлечения? Я помню, ты в прошлом интервью, которое было 4 года назад на нашем канале, ты говорил о том, что ты увлекаешься баскетболом. Ну, Плане. увлекался, иногда играл, ну, так, на улице, не знаю. Ну, как сказать, тут опять часто нельзя, играл редко, но мне нравилось. Я больше глазами люблю посмотреть какой-нибудь спорт или турниры. А за какими спортивными ивентами ты следишь? НБА, UFC, ну вот основные. Может быть, что-то еще, там, не знаю, книги, фильмы, сериалы, какое-то увлечение, спорт тот же. Да, книги. Ну, сейчас читаю книгу. Джордж Орвелл, 1984, там «Скотный двор», два. Сериалы давно не смотрю. Ну, как посмотрю какие-то, но очень редко, там раз в год, может, в последнее время. Ну и фильмы тоже так же по выходу, там что-нибудь интересное нашел, посмотрел. А что смотришь на Ютубе? За кем следишь на Твиче? На Ютубе всякие там аналитики ошибок по доте почему-то смотрю. Почему-то непонятно. Ну но просто, факты. хочешь покушать, там включил что-нибудь посмотреть, а вот аналитик ошибок смотришь. Или какие-нибудь там, не знаю, страшные истории, что-то такое в этом роде. Страшные истории про маньяков, что-то в этом роде? Ты скорее на ночь там включаешь просто. Страшная история на ночь и слушай. Посмотри про сон и паралич. Вот под видео про сон и паралич очень хорошо засыпать, как показывает практика. Сонный паралич. Ладно, я возьму на заметку. Ну и в конце уже по традиции пару слов фанатам и болельщикам, которые прямо сейчас смотрят это интервью. Спасибо, ребят, что поддерживаете команду Нави. Спасибо, что болеете. Конкретно наш состав попытается показать максимальные результаты в этом году, в этом сезоне. В принципе, все. Вань, тебе огромное спасибо за интервью. Я желаю тебе и нашей команде удачи на ближайшем турнире. Спасибо за то, что пригласили. Вот.
Ребята, вам огромное спасибо за то, что посмотрели это интервью. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если так и есть, то обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях пару приятных слов для Вани. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами была Яна, Ваня, Ибах и канал Нави PUBG. До скорых встреч. Пока-пока.